Привет, друзья! Вы на канале Sanchez Play, и я для вас сегодня приготовил две сборочки. Это будет, так сказать, апгрейд одной из моих сборок, а именно у нас был киллшот на 12 арте. Ссылочку на видео я оставлю в описании. И также я хочу добавить, что считаю данные сборки супер бюджетными. Что нам нужно? Первое, купить мортиру, она стоит 675 коинов. И также нам надо прокачать киллшота на 4 звезду. То есть переход на 3 будет стоить 575 коинов и переход на 4 1875 коинов. Итого 2450. И все, ребята. Все наши затраты в коинах закончены. Ну что ж, приступим. Для начала я покупаю 4 джавелины и немного их прокачаю для увеличения урона. Итак, ребята, первая сборка у нас получается киллшот на 12 мортире и 4 джавелинах. Вот такая у нас получилась конфигурация, а теперь погнали в бой. Мы с вами оказываемся на карте объект 313. Я считаю, что данная карта хорошо подходит для этой сборки, поэтому давайте дадим первый залп. Смотрим. Вот долетело. Там противник, походу, за точку занимал, поэтому сразу двоих пришло. Так, джавелины навелись. Бьем урон. А теперь смотрите, вишенка на торте. Просто навык киллшота. Бам, забираем фраг себе. Вообще шикарно, да? Откатилась арта, залп. Смотрим дальше. Бам, еще фраг себе забрали. Нам на этой сборке джавелины навелись. Есть еще урон. Да, конечно, мы с джавелинов не сможем тут ваншотить, как с арты. Но, по крайней мере, мы все равно урон дополнительный еще также наносим по противнику. Где-то мы можем добирать, где-то мы просто его ослабляем. Тут, в принципе, на этой сборке нам не надо куда-то вперед лезть на рожон. У нас все оружие дистанционное. Навык нам помогает при обороне, либо добирать противника, если мы увидим. Спокойненько поливаем с арты, смотрим за обстановкой. Вот джавелин навелись опять. Раз, все, напугали противника, он ушел с средней точки, да, шикарно просто. Смотрим, по правому флангу у нас прорвалась пантерка. Вот так раз, все, навыком добрали. Смотрите, да, нам абсолютно не мешает то, что у нас с вами оружие дальнего боя. Мы все можем делать. Вот я говорю, сборка бюджетная, но просто суперская, просто супер сборка. Играть одно удовольствие. Мы с вами отходим от типичных сборок, когда все киллшоты там на джавелинах или еще на чем-то, типовые сборки такие. Давайте, надо же разнообразить игру, чтобы было интереснее, да. Поэтому я стараюсь, друзья, для вас придумывать какие-то свои сборочки, обкатывать их, тестить. Ну вот сейчас кто-то там на арте тоже поливает. Раз, забрали, просто забрали, вот и джавелины как бы вот добили, о чем я тоже вам говорил. Просто шикарный, я считаю, бой. Карта подходящая. Поэтому наслаждаемся, катаемся, смотрим за ситуацией. Ну, тут, я думаю, еще много ботов, поэтому немножко полегче. Но, в принципе-то, ситуацию это не меняет. Смотрите, настреливаем фраги. На рожон не лезем. Джавелинами ослабляем, добираем. Получаем медальки. Просто кайфуем, ребятки, кайфуем. Вот опять фрага взяли. Отлично, да? И центр, получается, защитили. У нас же как на этой карте? Тут все вокруг центральной точки защищаем. Вот навыком, о чем я тоже говорил, добираем. Все, у нас с вами противников, он один остался. Давайте с арты его по нему пальнули. Ну, правда, не попали. Вот, и все. И у нас уже победа. Уже все, 100%. Мы лидеры. Настреляли 9 фрагов. Шикарный результат. Давайте перейдем ко второй сборке. И это у нас будет киллшот на мортире 12 плюс 4 РПГшка. Параметры сборки вы видите. Ну что ж, погнали тестить ее. Я решил заглянуть в турнир. И тут у нас оказалась карта Колоннада, которая для арты отлично подходит. Посмотрим, что у нас тут в связке с РПГшкой будет получаться. О, сразу ваншот, первая кровь, отлично. РПГшечкой просто поливаем, как комарик укусики делаем. И ждем, пока откатится арта. Вот даем второй залп. Вот опять забираем фрага, отлично. Так,
Ну что у нас так наводится с джавелины, нам, конечно, это не нужно. Мы постоим в укрытии, подождем, арта откатилась, даем залп. Действуем дальше. Значит, РПГшка тоже перезарядилась, и теперь он по аресу. Давайте у него щит поснимаем. Там еще урон понаносили, вообще просто шикарно. Арта откатилась, стреляем. Так, тут замес с РПГшечки. Тут нам не нужно ждать, пока у нас джавелины наведутся. Вот на нас навелись. Ну, мы благополучно от них ушли. Вот, забрали фрага себе, отлично. Тут нам выступ помешал, да, с РПГшки пострелять. Отъехали назад, подождали, пока у нас все перезарядится. Дали залп с арты, забрали фрага. РПГшкой подвлекали внимание, покусали, наносили урон. И, кстати, данная сборка, как и сборка джавелинами, отлично подходит для получения ассистов. Это тоже небольшой бонус. А тем временем мы, похоже, проигрываем раунд. Но ничего, это только первый раунд, у нас еще будет впереди второй. Итак, ребятки, опять действуем по схеме. Оп, забираем фрага. Забираем еще одного. Отлично. Ждем, пока у нас откатится перезарядка. Так, откатилась. Арта, даем залп. С РПГшки он тоже противника. Смотрите, мы с РПГ как бы тоже он у нас там стоит где-то или что-то. Мы как бы даем понять ему, что у нас мы за ним следим, чтобы он лишнего тоже не высовывался. Тут вот от арты, смотрите, раз, ушли. Навык нам пригодился и в этом, да, киллшота. Но тут по нам попали, конечно. Но ничего страшного, мы выжили, продолжаем бой дальше. Противник решил пойти на нас. Это два недобитых танка. Раз, добирали навыка. И теперь смотрите, РПГшку второго добиваем. Тут у нас лазер, нам помогли, нас спасли. Спасли, и мы затащили раунд. Все, 1-1, идем в третий раунд, ребятки. Друзья, согласитесь, что данная сборка, как и сборка с джавелинами, однозначно заслуживают лайка. Поэтому не стесняемся, ставим лайки, подписываемся на канал. А тем временем на нас объявил охоту киллшот с джавелинами. Спрятались от него, ждем, пока откатится арта, даем залп. Так, РПГшкой его немножко приструним, убежали от его залпа и навыком добрали. Все по схеме, все по порядочку, все шикарно. Продолжаем бой дальше. Так, надо пойти посмотреть вообще, что у нас там творится. Выезжаем. Оп, вы это видели? Вот это был моментище, просто идеально сработано. И в итоге мы выигрываем раунд и затаскиваем каточку. Результат у нас 15 фрагов. Я вообще такого не ожидал, честно. Что сказать в заключении? Конечно, мне понравилось играть на обеих этих сборках. Я получил колоссальное удовольствие. Думаю, они вам тоже понравятся. Игра получилась динамичной, интересной и не скучной. Друзья, а у вас есть какие-то нестандартные сборочки? Поделитесь об этом в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока-пока.